Привет, с вами Алена, и сегодня мы посмотрим, что же можно делать, если на ногте появилась вот такая вот трещина. По-умному зовется она унихорексис, что обозначает продольную трещину или расщепление ногтя. В общем, такая вот дырочка в ногтевой пластине иногда может появляться, и сквозь эту дырочку мы можем видеть само ногтевое ложе. Ситуация, прямо скажем, неприятная, поэтому давайте поскорее приступим к работе. И первое, что я советую, рекомендую и делаю в таких случаях, это, конечно же, полное снятие старого материала, всей этой толщины, и до конца убираем вообще в ноль свободный край, максимум там миллиметрик можно оставить. И это не просто потому, что мне так хочется, а нужно это для того, чтобы убрать нагрузку с ноготка. Потому что когда есть длина, в нашем случае это вообще наращивание достаточно толстое, при любом воздействии с внешним миром, то есть при использовании пальцев и ногтей, естественно, происходит небольшая травматизация, и есть та самая нагрузка, которая будет способствовать раскрытию нашей трещины. А нам этого, конечно же, не нужно. Основная цель — нашу трещинку полностью убрать, срастить. На большом пальце я было испугалась и подумала, что тут ждет меня зелень, но нет, в процессе разговора с клиенткой выяснилось, что она просто ударила этот палец, и там у нее сейчас синячок. Поэтому чуть позже мы его зачистим, и там все будет хорошо. И переходим к нашему главному пальчику. Это, кстати говоря, средний палец правой руки. Это тот палец, который длиннее, чем все остальные. А значит, при любом внешнем воздействии, будем втыкаться в первую очередь им. Поэтому средние пальцы чаще всего страдают. А сейчас мы замерим толщину. Это микрометр, и здесь он нам показывает аж 3,5 мм. Это очень много. Как видите, ноготки толстенькие. Там была не совсем правильная постановка формы, поэтому они такие получились. В общем, все спилили, все лишнее убрали, и сейчас я объясняю ей, что здесь у нее трещина ногтя, и вот там внутри мяско — это само ногтевое ложе. Сейчас это уже не болит, поначалу были неприятные ощущения, сейчас все подсохло, и единственная неприятность, которую это доставляет, кроме эстетики, естественно, это то, что оно цепляется. Как видите, вот эти раскрытые стороны ногтевой пластины, их нужно будет сейчас нам обязательно свести на нет, снивелировать, чтобы в быту они не зацеплялись и не доставляли неприятных ощущений. Также она объяснила, что там что-то она хотела подковырнуть или выдрать оттуда. Я ей стала показывать, что это был тоже кусочек ногтя, который выдирать не стоило. Она говорит, но он мне мешает, он зацепляется. Поэтому начинаем именно с него. Я беру алмазную фрезу с красно-синей насечкой. Чаще всего я использую именно ее, но это не значит, что нельзя пользоваться другой. Главное здесь фреза с тупым кончиком. И чтобы пилила хорошо. Можно синюю, например, взять. В общем, этой фрезой я просто сравниваю ноготочек на нет. Я понимаю, что не смогу его за первую процедуру убрать полностью, потому что уходит он еще туда, вовнутрь. Но начинаем работать с теми частями ногтевой пластины, которые уже в открытом доступе, и просто аккуратно спиливаем все на нет. Никаких неприятных ощущений во время такой процедуры быть не должно. То есть нужно пилить так, чтобы не задевать ногтевое ложе. Работаем только по ноготку, по сухой части, которая уже является неживой, соответственно, никаких неприятных ощущений у вас не будет. Проверяю себя антисептиком, смотрю, чтобы ничего не оставалось лишнего. Антисептик самый обычный. Даже не знаю, какой фирмы, можно спиртом проверять. В общем, чем-то, чем можно убрать пыль. Рассматриваю, если все устраивает, можно переходить к другим ноготочкам. Сам маникюр в данной ситуации мы решили не делать, потому что кутикулы как таковой нет. И именно на фоне этого состояния я посоветовала ей обратиться к дерматологу и разобраться, что же происходит с ее организмом. Ведь отсутствие кутикулы — это не очень хороший симптом. В общем, если видите такое у клиента, я бы рекомендовала сходить и сдать анализы, и пусть врач этим займется. Ну а мы переходим к большому пальчику, там, где я сначала заподозрила зелень, но в процессе снятия и разговора выяснилось, что был удар, и там у нее просто банально синячок. На всякий случай зачищаем, хотя тут совсем небольшое повреждение, но уберем, чтобы там точно не было ничего лишнего. И это не ожог, как многие сейчас могут предположить,
Потому что сама ногтевая пластина в порядке, и был бы ожог, он бы был, скорее всего, на всех ногтях. Обычно бывает именно так. В общем, там подзачистили, и она, конечно, расстроилась, что никакого покрытия и наращивания сегодня не будет, но я очень доходчиво постаралась ей объяснить, что сейчас основная задача сохранить ногти, да и впоследствии делать маникюр очень-очень осторожно. Вы, конечно, сейчас спросите, почему все-таки случился этот самый анихорексис. Вот здесь как раз я и объясняю, что у нее мягкая ногтевая пластина, кутикула не прирастает, все это не защищено, и вполне возможно, что тут было тоже очередное комбо, то есть немного неосторожный маникюр, плюс большая длина, тяжелые ногти и вот все, что могло вызвать наше состояние. Но даже это решаемо. Главное правильно произвести обработку, как сделали мы сейчас, порекомендовать клиенту на домашний уход масла, желательно натуральные, с профилактическим эффектом, как у меня, и отправить поправляться. И помните, ничего страшного в том, что вы продадите клиенту какой-то уход на дом. Нет, ведь она не знает, где купить его в другом месте, как заказать его в интернет-магазине и так далее. Именно для этого в наших кабинетах существует доп. Продажи. Это не зазорно и не стрёмно продавать клиенту. Ей это пойдет на пользу, ведь теперь она знает, чем нужно пользоваться дома. Ну а нашу клиентку мы отправляем поправляться. Всем пока-пока.